Давайте поговорим о самом главном, о ядре личности. Почему важно понимать, что это такое? Ядро личности– это не характер и не сила воли. Это то, из чего человек живет. Можно сказать по-духовному, ядро– это внутренний свет, искра жизни, та часть души, через которую человек чувствует связь с источником и с жизнью. А можно сказать по-научному, ядро– это интегрированная психика, когда разум, чувства и тело работают как одна система, они тянут человека в разные стороны. Оба языка говорят об одном и том же, просто разными словами. Когда ядро на месте, человек чувствует «я есть», «я выдерживаю», «я могу быть собой в этом мире». Как живет человек без ядра? Большинство людей даже не догадываются, что их ядро может быть ослаблено. Они думают, что проблема в обстоятельствах или в других людях, или в судьбе. Но без ядра жизнь ощущается так. Внутри много напряжения, много мыслей, много тревоги и мало опоры. Тогда человек ищет ответы снаружи, цепляется за системы, учения, авторитетов, втягивается в коллективные эмоции, страх, гнев, восторг, ненависть. Не потому, что он слабый, а потому, что внутри него нет точки покоя, признаки живого, здорового ядра. У человека с восстановленным ядром появляется удивительное качество – спокойная сила. Он способен выдерживать неопределенность, не разрушаясь, чувствовать глубоко, но не терять рассудок, брать ответственность, не уничтожая себя, быть свободным, не сжигая мосты. Такому человеку не нужен культ. Ему не нужен враг, чтобы чувствовать себя живым. Он не растворяется в толпе, потому что уже нашел себя. В последнее время на сеансах повторяется одна и та же картина. Люди приходят подготовленными. Они пишут цели, планируют, раскладывают жизнь по полочкам. Но в глубине тишина. Подсознание как будто говорит «нет». Не из упрямства и не из саботажа, а из честности. Во время диагностики выясняется, что человек уже готов к восстановлению себя как целостной системы, а разум еще нет. Ум предлагает маленькие осторожные цели, а внутренняя система ждет совсем другого шага. Почему так происходит? Потому что маленькие цели не требуют меняться. Они позволяют оставаться прежним. А восстановление ядра – это всегда взросление. Это момент, когда человек перестает жить из травмы, страха и компенсаций. И здесь возникает внутренний конфликт. Разум хочет безопасности, а психика хочет целостности. Поэтому человек занижает планку, топчется на месте, меняет формулировки, практики, направления, но движение не начинается. Когда человек созревает, запрос меняется. Он звучит уже не как «хочу денег», «хочу отношения», «хочу здоровья». Он звучит так: «я хочу вернуться к себе», «я хочу быть цельным». И это самый честный, самый зрелый запрос, который только может быть. Что происходит после восстановления ядра? Цели никуда не исчезают. Наоборот, они становятся ясными и живыми. Но они больше не вытягиваются из страха. Они рождаются из внутренней опоры. Человек перестает доказывать миру, что он имеет право быть. Он просто живет. И в заключение. Ядро личности – это не что-то мистическое и не что-то абстрактное. Это возвращение домой, к себе, к реальности, к жизни. И именно с этого момента перестает быть важно, как это назвать. Божественным светом или психической интеграцией. Важно одно – человек перестает быть фрагментом и снова становится цельным.